Авария в Москве, пострадали полицейские. В Петербурге отменили рейсы суперджетов, а в Бразилии самолет упал на автобус. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Василий Азаров. И вот главные события к этому часу. В Петербурге отменены все рейсы самолетов «Сухой Суперджет». Об этом пишет Фонтанка. В пресс-службе авиакомпании «Россия» журналистам рассказали, что отмена полетов связана с погодными условиями. В Ленинградской области аномально высокое атмосферное давление. При этом рейсы, которые выполняются на самолетах других производителей, прилетают и вылетают из Петербурга согласно расписанию. А суперджетам предстоит дожидаться хорошей погоды как минимум до вечера субботы. Россия столкнулась с новым кризисом. Об этом пишет агентство Bloomberg. Это случилось после того, как США ввели санкции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. В результате больше половины груза не может добраться до пунктов назначения. Bloomberg пишет, что Россия терпит колоссальные издержки из-за резкого скачка цен на логистику. Актер Денис Матросов попал в ДТП в Москве. Его Порше столкнулся с полицейской машиной, которая в этот момент участвовала в погоне. По данным близкого к силовикам телеграм-канала «Шот», артист ехал на зеленый свет, но не уступил дорогу служебному Hyundai с проблесковыми маячками. В аварии пострадали двое сотрудников ДПС, один из них в тяжелом состоянии. Давай аккуратно его хватайся вперед. О, боже мой, капец. Так, смотри, где болит. Сам Матросов получил травму ноги, от госпитализации отказался. Позже выяснилось, что за его машиной числится задолженность по штрафам более 1 миллиона рублей. И еще одно происшествие в Белгороде. Внедорожник на скорости более 100 км в час врезался в машину скорой помощи. По данным телеграм-канала «Шот», за рулем BMW X7 был 31-летний тренер по смешанным единоборствам Рамазан Гаджимурадов. Он выехал на красный свет и, по предварительной информации, был пьян. От удара «Газель» отбросила на тротуар, где она врезалась в здание. В аварии погибли фельдшеры, 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У обеих остались дети. В Коми тысячи людей не могут получить льготные лекарства из-за сбоя в электронной системе, которую регионам навязал Минздрав. Газета «Известия» пишет, что программа «Парус» работает с ошибками, рецепты зависают, дозировки меняются произвольно, а сроки выдачи лекарств затягиваются. По данным региональной прокуратуры, просрочено уже около 4000 рецептов. Проблему обещали решить еще 2 дня назад, но сбой до сих пор не устранен. Студентка отказалась ехать в оккупированный Мариуполь и получила приговор вернуть университету свою стипендию. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что выпускницу химико-фармацевтического университета обязали вернуть 168,5 тысяч рублей, которые она получила за все время обучения. Также ей назначили штраф в 337 тысяч рублей. Девушка пыталась доказать, что отправлять ее на практику в зону боевых действий было опасно и незаконно, но суд с этим не согласился. В бразильском Сан-Паулу произошла авиакатастрофа. Бизнес-джет King Air F-90 потерпел крушение при попытке аварийной посадки на дороге и врезался в пассажирский автобус. На борту находились 8 человек. А в автобусе, по предварительным данным, могли быть около 20 пассажиров. Погибли по меньшей мере 2 человека. Их тела обнаружили в кабине самолета. Раненый водитель автобуса и проезжавший рядом мотоциклист. Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно. На месте работают экстренные службы, ведется расследование. Это уже не первая авиакатастрофа в городе. Летом прошлого года здесь же разбился лайнер бразильской авиакомпании. На борту находились 62 человека, 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Все они погибли. И о культуре. Не утихают страсти по сигма-бою. Украинские власти назвали вирусный музыкальный клип российских блогеров частью информационной войны. По мнению Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины, популярность ролика в ТикТоке играет на руку Кремлю. А само произведение, цитата, «поддерживает архетип сильного лидера». Что бы это ни значило. Ранее, напомню, с критикой сигма-боя выступили в Европарламенте и в православном движении 40-40. В поистине интересные времена живем. Это все новости к этому часу. Меня зовут Василий Азаров. Подписывайтесь на YouTube-канал Ходорковский Лайв. И не забывайте подписываться на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться на связи. До скорого.